Всем привет. Ну, пройдемся еще по Канаде чуть сегодня. У меня там подписчик из Сибири просил чуть больше о Канаде. Вот. Сегодня Трюдо и его министры окружающей среды и еще один министр выпустили план насчет окружающей среды, как на 40% до 2030 года на 40% понизить выхлопные газы. Ну, как вам сказать, ну вообще задумка хорошая, мы говорили уже про углеродный налог, там я сказал, что сама по себе задумка хорошая, но вот как он все-таки это делает, это интересно, как бы. Есть и хорошие вещи, есть и плохие вещи, но, значит, он сказал, что он собирается вложить 9 миллиардов долларов, которых я не знаю, откуда он возьмет, потому что в Канаде и так, как я рассказывал, экономика идет вниз, и непонятно вообще, как мы тратим больше, чем производим и с каких денег он собирается эти 9 миллиардов брать. Но вот он сказал, что будет брать. Значит, он сказал, что будет вкладывать эти деньги в новые инвестиции, которые помогут вырабатывать электроэнергию более дружелюбным путем для окружающей среды, будет вкладывать, будет понижать налоги для компаний, которые будут пользоваться системой по есть такая система CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage, что как бы выхлопные газы ловятся, перерабатываются и складываются, где никто не понимает, где он собирает их складываться. Вот это, чтобы не получилось, как радиоактивные вещества, которые с атомных электростанций выходят и где-то потом складывают, а потом неизвестно, что хуже. Электростанция, которая работает на газу, например, или радиоактивные вещества, которые там складываются. Ну вот он собирается это вкладывать в это деньги. Первая, конечно же, индустрия, которой он собирается работать, с которой он собирается работать, это индустрия, которая занимается по добыче, переработке энергоносителей, типа нефть, газ и так далее, потому что это самый главный потребитель для проблем в окружающей среде. Кстати, его грандиозный план предрекает, что на 45% понизится количество выхлопных газов в Канаде, выбросов. Значит, первая индустрия, которой он собирается работать, над которой он собирается работать, это, как я сказал, oil and gas sector, это нефти и газодобытчики. 26% от всех выхлопных газов в Канаде относятся к ним. Вот, и опять же, вот это вот CCUS он собирается вводить. Второе по величине загрязнитель это машины. Поэтому он собирается продолжать давать кредиты тем, кто покупает электрические машины. К слову скажу, что даже вместе с теми кредитами, которые он дает, они все равно стоят дороже, чем простые машины. Что как бы, ну, понятно, людям и так скоро жрать нечего будет, так вот они пытаются покупать что подешевле. Но вот он сказал, что до 2026 года рассчитывает на то, что 20% от всех продаж новых машин будут электрические машины. Секундочку, тоже вот найду, он говорил, что в 2030-м 60% от всех машин будет электрические, и в 2035-м, по-моему, 100. Вот он собирается с этим работать. Как бы, опять же, все идет к тому, что он заставляет людей, как бы, просто не будет достаточно простых машин. Опять же, люди будут хотеть, значит, машин не будет достаточно, значит, цены будут расти, и это понятно, на простые машины. И дальше он говорит, что в принципе, после всего, что он сказал, что в принципе самая главная причина, по которой он считает, что уменьшатся выхлопные газы, это налоги. Вот он собирается увеличить налоги на выхлопные газы. Как бы есть у нас carbon tax, углеродный налог, как я говорил. В принципе, накидывается на каждую тонну, накидывается налог, каждую тонну выхлопных газов, накидывается налог. Сегодня это $50, к 30 году он собирается, чтобы это было $170. Как это повлияет на граждан Канады? Ну,
все вырастет в цене. Это понятно, я говорил про углеродный налог, там все объяснял. Все вырастет в цене. И как бы вот я чувствую, что с этих таксов, которые мы будем платить больше намного, он и собирается взять эти 9 миллиардов долларов. Ну, вот такой вот законченный круг у нас получается, что мы как бы будем все платить, все его грандиозные планы оплачиваются опять же с наших карманов, и вместо того, чтобы как-то улучшать экономику Канады, чтобы мы могли себе позволить вкладываться в это в улучшение окружающей среды без того, чтобы страдали люди, он собирается просто-напросто облагать всех налогом, вот, например, чтобы меньше ездили на машине, меньше окружающая среда загрязняется. Электричество можно, как бы отопление можно не всегда включать на 22 градуса, можно 15 градусов, вот как в Европе, там немец сказал, давайте 15 градусов у нас будет дома, чтобы Россию запороть. Вот так и тут, давайте у нас будет 15 градусов в Канаде, чтобы уменьшить окружающую среду. Казалось бы, в принципе, ну, газ, насколько я понимаю, не так сильно портит окружающую среду, намного меньше, чем бензин и нефть. Во-первых, я так понимаю, все электростанции давно должны были перейти или на гидроэлектроэнергию, или на... Есть у нас ветряные мельницы тоже, которые добывают электроэнергию, и на газ. Ну, потому что намного дешевле, раз, намного дружелюбнее к окружающей среде, два. Вот. Машины, вообще тоже странная такая тема, давно могли перейти на газ. Еще в Советском Союзе, я помню, автобусы были на газу некоторые, по крайней мере. Вот. И я знаю, что в Израиле, например, была компания, которая переделывала простые машины на газовые. Почему намного больше людей не пошло на газовые машины? Вот почему как бы изготовители машин делают газовые машины, до сих пор не могу понять. Как бы, да, там рассказывают, что вот, если взорвется, если не взорвется, ну, я думаю, что если простая машина взорвется, тоже будет мало этого. Вот. Ну, конечно, газ воспламеняется легче. Поэтому взорваться, в принципе, я думаю, может легче при ударе сильном. Ну, не знаю. Знаю, что в Советском Союзе были. Не знаю, ли были там аварии, но вот в Израиле были, и я не слышал про аварии, которые там какие-то газовые машины на газу взрывались, как не знаю кто. Знаю, что не разрешали заезжать в подземные стоянки на них, потому что боялись, что взорвется, но чтобы что-то взрывалось, я никогда не видел. Ну вот, значит, что нас ждет, как граждан Канады, после того, как он объявил, опять же, больше налогов, дороже цены на все. В лучшем случае у него, да, получится с тем, что мы там, ну, прижмем пояса, то все, и у него получится как-то опустить выхлопные газы. Повлияет ли это на мир? Ну, могу вас уверить, что нет, потому что я, во-первых, считаю, что многие компании, которые поймут, что им невыгодно тут производить продукцию, будут опять же перекидывать заводы в Китай, в Индию, в Малайзию, которым плевать на окружающую среду, которые дымят как хотят, где хотят, никаких налогов толком у них серьезных нету. И получится, что намного дешевле производить там. Он уже сказал, что он понимает, что с тем, что он делает налоги на нефть и газодобывающую индустрию, очень большой шанс, что многие рабочие останутся без работы, но он вот собирается вкладывать опять же деньги, которых у нас нету, в переквалификацию этих рабочих. Я вот не могу понять, у нас как бы рабочих мест не так, чтобы много, да? Вот, и сейчас есть безработица, а если он собирается убрать людей с энергосектора и переквалифицировать их на другой сектор, где, как он выразился, маленькое количество выхлопных газов, ну, я как бы не знаю, для них же надо места рабочие создать, не просто их переквалифицировать. И опять же, как бы у нас не то, что нет безработицы, безработица есть, скрытая, не скрытая, но есть безработица, не помню, было, по-моему, 6-7% безработицы осенью, сейчас, думаю, уже больше, и чем дальше экономика закапывается вниз, тем больше будет безработица. Как бы довольно-таки логично и понятно. Ну вот, новости по Канаде, которые не связаны ни с войнами, ни с короной, ни с чем остальным. Ничего хорошего нам не предвещают. Опять же, по-моему, если я не ошибаюсь, но там Канада на уровне мира, по-моему, была на одном из самых последних мест
по загрязнению окружающей среды, а вот как деньги тратить на то, чтобы уменьшить это это загрязнение, Канада, по-моему, одна из первых, потому что всем остальным по барабану. Как вы помните, Трамп вообще вышел с союза по улучшению окружающей среды и так далее, потому что сказал, что не собирается выкидывать деньги на ветер, когда другие страны, которые не входят в этот Парижский союз, ничего не делают, как бы и забирают и индустрии, и забирают работы, забирают рабочие места и так далее. И, ну вот как-то он все-таки пытался сделать лучше для Америки, как мы знаем, а Трюдо пытается сделать так, чтобы он лучше выглядел. Причем, кроме всего прочего, опять же покажу вам, насколько он не любит, когда отменяют то, что он делает, или не дают ему сделать то, что он хочет. Он собирается для того, чтобы следующее правительство не могло отменить то, что придумал он, вот эти вот налоги и так далее. Он собирается проверить, или есть законная возможность как-то, или внести в Конституцию, я не знаю, что он собирается делать, но вот он собирается проверять законные возможности, сделать так, чтобы даже если через 3 года поменяется правительство, его указы не могли насчет окружающей среды не могли отменить. Ну, не знаю, я как бы уже начинаю путаться немножко, то что если он даже издаст какой-то закон, проголосует большинство, сейчас примут закон, но придет новое правительство, если проголосует большинство против, так по идее могут отменить как бы. Вот Байден пришел, например, к власти и отменил почти что все то, что Трамп сделал до него. И я не знаю, как бы я уже начинаю путаться в демократии, потому что не понимаю, как бы все вот эти вот закрепления, как он хочет делать. Ну, не удивлюсь, если он попробует впихнуть это в Конституцию, чтобы потом, чтобы отменить, надо намного тяжелее, чем принять. Вот. Ну, буду следить за канадскими новостями еще, как бы, если что-то интересное будет. Но большинство канадских новостей на сегодняшний день просто о России и Украине. Россия и Украина. У меня иногда такое ощущение, что вот я смотрю русские издательства, у меня ощущение, что в Канаде пишут про Россию и Украину больше, чем в России пишут про Россию и Украину. Вот. Так что, не знаю, короче, трудно в своем репертуаре тратить кучу денег, непонятно чьих, непонятно откуда. Вернее, понятно чьих, непонятно откуда. Наших, от налогов. И только для того, чтобы он красиво смотрелся на мировой арене. Что вот типа он такой-то, такой-то, и он столько-то, столько-то делает. Как мы все знаем, над ним и так все смеются. Так что я не думаю, что это поможет. Удачи!